Будапешт – это большой красивый город, в котором так много всего интересного, что за один выпуск обо всем рассказать просто нереально. Мы постараемся показать вам этот удивительный город нашим взглядом, начиная с дороги, арендованного нами уютного жилья и, конечно же, интересных мест. Эти 2 дня мы с вами будем ходить пешком и смотреть на красоту. Погнали! Мы выехали из Одессы в 7 часов утра, в дороге мы будем 1350 километров. Мы проехали уже большую часть пути, осталось 400 километров, мы опять почему-то очень быстро едем, мы должны завтра быть в Будапеште, а в итоге мы уже приедем, наверное, сегодня ночью, да, Алис? Будем в машине спать. Заряжаем телефоны. Где Тая? Идет? Что она? Она мне вот так показывает. Что это значит? Обезьяна! Обезьяна? Это точно, что как обезьяна, да? Пошел 3-й час, как мы стоим на пункте пропуска берег Шураны. Вы, наверное, подумали, что передо мной огромная очередь из машин, но нет. Всего 2 машины впереди, я 3-я. Никто никуда не спешит. Черепаший адский досмотр. За час пропустили всего 1 машину. Я с таким, если честно, еще не сталкивалась. Вывод сделан, и этот пункт пропуска мы будем стараться миновать в следующий раз. Что мне нравится в Венгрии, так это то, что на автобанах через короткие промежутки пути встречаются вот такие вот паркинги с туалетами очень чистыми, беседками и зонами отдыха. Это очень удобно. И я вот как раз собралась здесь немного подремать. Всю ночь была за рулем, очень устала. Но похоже, что этот шанс у меня уже забрали. Алиса проснулась. В общем, поехали мы дальше и не заметили, как въехали уже в центр Будапешта, а здесь такое движение. Город стоит, центр — это вообще что-то страшное, я не знаю, зачем я сюда заехала. Навигатор показывает, что мы сейчас проезжаем вот этот мост красивый через Дунай. Буквально 200 метров за ним наше съемное жилье. Я уже хочу в кроватку, устала. Ужасно просто. Все, вставать не хочется. Да. Мы приехали в Будапешт, в столицу Венгрии. Город очень красивый. Я не была здесь очень много лет. Последний раз была, когда Асе было лет 12, как та и сейчас. Мы здесь проездом, пробудем пару дней и дальше улетаем в Португалию. А за эти пару дней постараемся посмотреть что-то красивое в городе, где я не была в прошлый раз. Ну, а дети вообще нигде не были. И сейчас покажем вам наши апартаменты, которые мы сняли. Это практически центр Будапешта. Здесь у нас кодовый замок, и мы заходим вот в такую комнату. Это у нас первая комната, можно сказать, гостиная. Тут достаточно просторная кухня, там ванная и вот диван. Кухня вот такая, красиво, светло, уютно так. Стиральная машинка есть, все необходимое, посуда вся, микроволновка. Так, тут у нас что? Туалет! Туалет. Да, маленький такой вместе с душевой кабинкой. А там дальше у нас еще одна комната. Идем. Да, заходи. Вот наша комната. Такая большая кровать. Главное, чтобы ты не упала, да, ночью? Такие красивые полотенца в бантиках. Да, так красиво сделано, уютненько. Полотенечки, завязанные бантиками. И сейчас еще покажу, какой вид. Здесь ниша такая есть. Вот. И, в принципе, квартирка очень светлая. Мама очень за дороги устала. Мы никуда на машине не поедем. Она имеет в виду, что сегодня мы уже на машине не поедем, так как мы ее еле припарковали. И, скорее всего, пойдем прогуляемся пешком, да? Да. А ты еще про карту хотела сказать? Еще здесь такие карты. Хозяин, да? Весенних. Хозяин оставил карты, и там у нас что в картах? Всякие развлечения. Достопримечательности, да? Да. И рядом с нами здесь очень много красивых мест есть. Буквально в 1 километре в пешей доступности, да? Да. Открыли холодильник, а здесь такая маленькая бутылочка Вина. вина и шоколадки. Приятненько. Вообще такой уютный очень домик, мне очень нравится. Плюсы этой квартиры то, что это центр города, и до всех красивых мест можно дойти пешком. А еще у нас есть внутренний дворик, что большая редкость для съемного жилья в Будапеште. 2 дня обошлись нам в 139 евро. У нас продуктов нет. Одним шоколадом сыт не будешь, да? И надо поехать
Поехать, я опять говорю поехать, пойти пешочком, наверное, в магазин, посмотрим сейчас, где супермаркет большой, и купить какую-то еду, что-то приготовить нормальное. Да. Борщ сварить? Да. Отлично, вот у меня любитель борща. Еще хочу сметану. Ну хорошо, давай я сварю борщик такой, да, и сметанки купим, отлично. Классненько. Хорошо. Пришли в супермаркет за продуктами, а оказались в большом торговом центре. Торговый центр огромный, прямо рядом с нашим домом, и здесь множество брендовых магазинов, как Тая любит. Что-что? Тут книги на венгерском, но если бы я нашла книгу уровня А2, то я бы взяла на английском. Тая любит у нас книжные магазины очень, но здесь все на венгерском языке. На английском я не вижу, но должны быть какие-то стеллажи на английском однозначно. Ты не поймешь тут ничего. Нет, иди сюда. Ждем Таю. Мой борщ вечерний называется борщ из последних сил. Сваренный. Я вообще не знаю, как я его сварила. Мы сейчас кушаем и ложимся отдыхать. Да, Алис? А Тая приготовила себе веганскую пасту с грибами. Я после дальней дороги всегда хочу чего-то горячего. Мы с Алисой по борщику, а Тая в отказе у нас. Доброе утро. Мне уже принесли письмо счастья, штраф, что оказывается здесь платная парковка. Мы здесь стали вчера, нигде знаков никаких нет, но это Будапешт. Сейчас посмотрим, на сколько денег. Такая забота, он в пакетике, чтобы под дождем не промок. Без очков. Мы дошли до вот такой лестницы, и сейчас по ней будем подниматься в рыбацкий бастион. Это не совсем бастион, это больше похоже на замок с 7 красивыми башнями. И оттуда открывается красивый вид на Дунай и на мосты. Столица Венгрии состоит из двух частей – Буда и Пешт. Первая часть более холмистая, вторая – условно плоская. Когда-то это были два разных городка, расположенных на противоположных берегах Дуная. И только в 873 году торговый Пешт и старинную Буду объединили в современную жемчужину Дуная. Сегодня части столицы Венгрии соединяются многочисленными мостами. Самый старый из них, цепной, окончательно связал Пешт и Буду. Мы вышли вот в такое красивое место. Осмотр Будапешта все туристы в основном начинают со стороны Пешта. Мы же решили начать нестандартно, со стороны Буды. Мы поднялись на рыбацкий бастион. Это очень красивая крепость, откуда открывается идеальный вид на Пешт. Бастион построили в начале 20 века, и он никогда не использовался как оборонительное сооружение. Зато в средние века будайские рыбаки в этом месте действительно защищали холм от военной угрозы. Сейчас мы выйдем на вот ту вот стену, с которой открывается очень красивый вид. На Дунай. Место очень красивое, но здесь такое количество людей, что сфотографироваться просто нереально. Доця, не уходи никуда, ты потеряешься здесь, очень много народу. Чтобы увидеть Дунай, нужно пробиться через толпу. Просто вообще нереально. Сейчас найдем где-то дырочку, мы тут. Трэш. Чем плохи вот все эти такие туристические места. Вот, каким-то чудом мы здесь немножко подошли. Сейчас я вам покажу эту панораму. Место очень красивое, и единственное разочаровывает количество туристов. Но мне кажется, что здесь всегда так. Придешь ты в будний день или придешь в выходной, все равно будет много людей. Под городом, примерно на глубине 1 километр, пролегают термальные источники. Впервые их стали использовать еще древние римляне. Кстати, именно они и построили на месте будущей столицы Венгрии первые купальни. Сегодня большая часть купалин имеет вид открытых бассейнов с теплой водой. Сюда приезжают люди со всего мира.
Мы решили не покупать билеты внутрь, там очередь просто нереальная. Поднимемся здесь на вот эту башню, не знаю, там тоже что-то будет видно. Вообще это место называется рыбацким бастионом только потому, что здесь когда-то торговали рыбой. И все. Красивое место здесь такое, да? Ветер. Алисе не разрешила сюда сесть, потому что высота очень большая. Здесь наверху ресторан, и нужно подождать, чтобы сесть. Столики вон там, очередь большая. И мы ждать, конечно же, не будем. Здесь прохода нет уже дальше. Народ идет и идет. Вот эта лесенка, и они поднимаются, получается, столики вон там. Алиса ест. Завтрака было мало, скажи же, 3-й бутерброд. Будапешт часто называют городом курортов, поскольку здесь имеется около 15 общественных термальных ванн. Термальные купальни Сечени – это один из крупных спа-комплексов Европы, открытый круглый год. Ссылочку на наш обзор на это место оставляю вот здесь в уголочке. Мы сейчас хотим подняться еще на несколько смотровых площадок и прогуляться по набережной. Это такой люк, красивый очень, да, какой-то королевский. Да, это королевский полог. В Будапеште находится вторая старейшая линия метро в Европе после лондонского метро. Это подземная дорога Миллениум, также известная как М1 или желтая линия. Это какие-то рыцари. Здесь много таких ресторанчиков с видом на парламент, на Дунай. Из всех столиц Европы, в которых я была, а не была, наверное, только в Париже и Лондоне, Будапешт по своей красоте мне нравится больше всего. Город просто шикарный. И если есть возможность, обязательно побывайте в нем. Я на лопатке. А в Будапеште очень много мест в центре города, viewpoint, видовые площадки. И мы сейчас спустимся на одну из них. С этого места открывается вид на парламент Будапешта. Наверное, самый красивый вид через Дунай. Это первое место, куда мы ушли, где нет людей и где наконец-то тихо и спокойно. Ну идемте туда вниз по мостовой, да? Пошли, Алис, спускайтесь. Возьмут крысу в этой песне. Крысы? Где ты нашла? Вот эти. Норки? Да. А это их не окоски, чтоб они заглядывали. Чтобы они смотрели оттуда, да? Да. И выглядывали оттуда, да? Ага. На народ смотрели. Я хочу вот здесь, вот в этом уголку, вот в этом, да, оставить ссылочку на видео, посмотрите. Там, где мы с Асей тоже были здесь, на этой набережной в Будапеште. И мы с ней плавали на катере, пили шампанское. Ну, я пила, она ж маленькая была. Вот, и смотрели на красивый Дунай, на красивый парламент и вообще на красивый такой вечерний Будапешт. Да. Мы вышли на набережную, и здесь какое-то военное судно такое стоит. А мы сейчас его обойдем, и будет вон там парламент видно хорошо. А мы выйдем, пойдем туда. Именно в Будапеште находится третье по величине здание парламента в мире. В нем 691 комната и 20 километров лестниц. Мы с Алисой медитируем. Сейчас будем возвращаться, потому что машину ж я не переставила. И сейчас второй штраф принесут. Я, короче, работаю на штрафы здесь. Ага. Взяла, скинула свою жилетку отсюда, с парапета. У нас, как всегда. Молодец! Ну, хоть что-то веселое было, понимаешь, за целый день. Подадил. Алиса увидела. Это как у нас в Ужгороде. У нас колодка, автор вот таких статуй. А здесь не знаю, может быть тоже он, надо почитать, да? Это Гена Крокодил.
Ну что, Google удивил. Это червячок Фёкукац, и его автор также Михаил Колодко. Он никогда не согласовывает установку фигурок, никогда заранее не рассказывает, где именно она будет расположена. Иногда Михаил в своих соцсетях публикует фрагмент работы над новой скульптурой, и его фанаты гадают, что же это может быть. Всего в Будапеште 24 таких фигурки. Будапешт – это город мостов. За мной мост Эржебет. В чертах города находится 15 мостов. 11 из них автомобильных и 2 из них пешеходных. И еще 2 совместимых. И 2 железнодорожных. Да. Тая немножко ошиблась, мост Эржебет дальше, а это Королевский мост Сечени. Он был открыт в 1849 году, став первым постоянным мостом через Дунай. На момент открытия считался чудом света. Королевский дворец или Будайская крепость. Если вы подниметесь на холм, то обнаружите, что ко дворцу прилегает целый квартал старых улиц, домов, фонтанов и церквей. Как мы поняли, здесь вот трамвай идет буквально вдоль всей набережной, и на нем можно проехать много достопримечательностей и много красивого увидеть. Но мы сегодня ходим пешком. Какой красивый желтый лист. Дорожка разделена на 2 части, на обычную и для велосипедистов. Да, для пешеходов и для участников транспортного движения. Но здесь такая она узкая, что мы постоянно нам сигналят. Самый уставший человек у нас. Я очень уставшая за этот день. От чего ты устала? От ходения. От хождения. Самый красивый вид на Будапешт открывается с горы Геллерт. Именно эту гору выбрали венгерские ведьмы для своих шабашей. Говорят, колдуньи собирались здесь вплоть до 1848 года, пока власти не построили здесь цитадель. Это водопад Гелеста. А есть еще купальни Геллерта, и мы сегодня в них не успеваем. Очень хотела, но времени в обрез. Алиса, вся намокла уже, она там бегает, пока мы тут разговариваем, да? Я стояла под фонтаном. Говорит, я не намокла. Тая с нами не посла. Да, мы с Алисой решили подняться на самый верх, посмотреть, что там. Вон ступеньки пошли. А по этому мосту я вчера ехала. Вот здесь проезжала. Я хочу вот эти листья кинуть там внизу, где вот этот водопад. Кинуть Чтоб они на- поплыли туда? Нет, кинуть на раз, два, три, вот так все. Хорошо. Алиса у нас самый активный человек. Все время согласна везде идти, подниматься вверх, в гору, да? А Тая у нас сидит вон там внизу. Как бедный родственник. Мы с Алисой забрались на вершину. Весь Будапешт под нами, так красиво очень. Зря Тая не пошла, но она у нас ленивица, не хочет подниматься по лестницам в такие места. Да, и здесь вот памятник стоит, он вот так делает крестик в руке. Да, это Алиса меня сюда привела. Да. Настояла, чтобы мы поднялись. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Я, короче, не знаю, переставлять или не переставлять. Встать негде абсолютно. Это первый еще утренний штраф. Но принесут, скорее всего, еще и второй. Я перепарковалась под эстакаду. Вот тут бесплатно 100%, хозяйка сказала, под вот этот мост. И заехала под него с другой стороны. Да, здесь бесплатная парковка, но вот здесь вот можно было заехать на маленький бордюр, на низкий. У нас с Алисой второй день маминого борща. Маминого вкусного борщика. У нас
с хлебом и с валиком был. Угу. Тая у нас вот касса от этого уходит, Тая вообще питается ужасно у нас. Она веган. Она веган, да, но она питается просто отвратительно. И я уже начинаю переживать. Она чипсы и йогурты ест. И все. Я в восторге. Вчера не посмотрели, это шкафчик ванной. Открываем, я еще такого не видела, чтобы в квартире было такое количество разных шампуней, всяких гелей для душа. Это круто очень.